Всем привет! Это мой гектар. Возможно, вы взяли тоже себе участок по программе «Дальневосточный гектар». Или нет? В общем, на этих видосах я буду показывать, что и как я делаю на своем участке. Я вообще далеко не строитель, не имею строительного образования. Как и что строить, что делать с землей, я не знаю. И, возможно, кому-то из вас будет интересно посмотреть эти видосы, чтобы в дальнейшем либо не допустить каких-то ошибок на моем примере, либо наоборот, сделать так, как получилось у меня. Поэтому погнали, будет интересно. Все, мы приехали на участок. Вот в этом месте у нас будет беседка. Так, вот отлично у нас деревья здесь как раз. И вот здесь будет на этой площади шестиугольная беседочка, да? Так, это у нас центр. Сейчас мы вбиваем колышки. Вообще, чтобы было понимание, где у нас будут какие стойки. Чтобы деревья также не мешали для крыши, для всей высоты. И от центра до каждого угла получается, потому что шестиугольная беседка у нас 3,5 метра изначально расчет был. Держи молоток. В общем, мы не строители, далеко не строители. Ну, здрасте. Ну ты кто? Архитектор. В общем, практику Саня проходит. Нам немного мешают деревья, да, получается, ветки. Чтобы они тоже не были впритык, было какое-то расстояние. Получается, вот эта стойка. И вот эта, она, слишком... Так, ну вот у нас идет слой плодородки, да, грунта. Не все, пошли камни. Причем они все плюс-минус одинакового размера. Ну, типа, вот такие. И глина. Конечно, эксперты нам могут сказать, что мы вообще все делаем неправильно. Но мы, да. Все равно. Все, вот, глина, я вижу ее. Можно это открыть хорошо. гончарную мастерскую. Это хорошо? Да. Значит, что вообще по плану? Значит, здесь беседка. А вот здесь у нас есть естественный дренаж. Вот канава, по ней вода уходит по участку. Часть воды. Часть уходит вот здесь. Но так как там дальше немного возвышенность, видимо, здесь она застаивается. То есть нужно копнуть туда, к дороге, к канаве, чтобы она уходила и сюда. Вот это все канавы я буду оставлять, чистить их. С этой беседки будет выход, мостик. Вот здесь будет мостик. И вот как раз полянка между деревьев. Вот она. Такое место отдыха с газоном. Возможно, по центру будет очаг с костром. И все, будет зона, вот такая лужайка, где можно будет отдыхать, позагорать. Ну и беседка. И из беседки выход вот сюда на террасу. Туда будет терраса. Да, немножко не совпала у нас диагональ. То есть это была первая, но она же и последняя для контрольных замеров. Вот на 10 сантиметров у нас. Ну все, получается, что мы передвинули на 50, да, сантиметров, Сань? Да, передвинули на 50 сантиметров, чтобы она более вписывалась в эти деревья все. Потому что нам не нравилась вон та сторона, близко к дереву получалась. Ну, короче, двинули, и все. У нас сейчас отбиваются все диагонали 3,5 метра. Товарищи эксперты, не бейте. Мы любители. Так вот на веревочках все сделали. Красную плохо, кстати, видно. Не было в магазине белой, лучше белой. Ее хорошо будет видно. Вот на будущее. Приехал на участок, прошло где-то порядка 1,5 недели. И, конечно же, после того, как мы выкосили здесь проход, тропинку и площадку под беседку, это уже начинает быстро зарастать, потому что идут дожди, обильно поливая, все это светит солнышко. Ну и, конечно же, косить нужно по новой. Что у нас сегодня по плану? Вон там стоит метка, это крайний верхний правый угол участка. Вон там у нас дальше нижний. Ну и так далее, третий и четвертый. Сегодня я постараюсь выкосить вот эту часть. Чтобы здесь у нас было, во-первых, сохла земля. Во-вторых, был понятен рельеф, ну и не было просто травы, потому что в таких условиях работать, конечно, красиво, но не очень удобно. Погнали косить, дальше будет видно, что делать.
Так, какая ситуация с травой? Она достаточно высокая, всякая разная. Кстати, есть у меня вот такой шпагат, 150 метров примерно в нем. Я сейчас хочу отбить вот эту прямую от одной точки до второй, чтобы здесь была ровненькая полоса, и прокосить ровненько, чтобы все было. Я брал не под корень траву, но вот приходилось оставлять, то есть по верхушкам больше идти. Иначе вообще невозможно. Это 1-2 прохода, и все, оно запутывается. Поэтому по верхушкам прошлись, граблями собрали, граблями, так, граблями собрали, и можно потом еще раз пройтись. Да, это повторная опять работа, но у нас земля, с которой никогда никто ничего не делал. Это ожидаемо. Самый главный враг дачников — это трава, походу, потому что нереально просто за 2 недели по пояс. Жесть. Вот бы зарплаты так росли. Прикиньте, вот это все выкосить. Вот линия, да? Вот это все покосить. И там еще не дошли. Когда еще по весне травы не было такой, там чуть-чуть она только начинала, я прошелся, во-первых, покрасил все колышки вот эти. Это который кадастровый инженер забивал. Намотал еще специально на нее вот эту ленту и спрей, видите, прям обильно покрыл все вокруг, потому что, соответственно, контрастным. Зеленая трава, оранжевый спрей. Чтобы потом найти спокойно, потому что в прошлом году я вот это все не нашел ни разу, ни одного колышка. Что в траве это все теряется моментально. И как бы вы ни запоминали локацию, что вот от этого дерева, там сколько-то шагов, все это ерунда. Можно найти, конечно, время просто потратить. А так раз-раз, и оно сразу видно. Вот и все. Дал натяжечки. Вон там на столб дерева намотал. Красота. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. О-оу. Начинает похолодало, во-первых, и начинает потихоньку, я чувствую, уже капельки иногда прилетают. Короче, походу дождь идет сюда. Хочу вот здесь прям красивый мостик. Да, мостик точно хочу. Будет такой прям. Вот еще не знаю, либо, наверное, просто деревянный. Деревянный, просто красивый мост. Да. Не из бетона. Пускай деревянный будет. Но красивый, но деревянный. Поливает там знатно. Ладно, что, ждем. Приключения. Мне вот эти все условия вообще не в новинку. То есть мы с ребятами постоянно куда-то ездим, отдыхаем. И это не такой порой лакшери отдых. В домиках где-нибудь, на базе. Палатка, каремат. Ты где-нибудь в заповеднике, где куча зверья. Или рядом с заповедником. На речке, неважно, в горах. Условия спартанские. Круто. Нам это нравится. Так что, я тут вообще ничего такого особенного не вижу. Дождь и дождь, и ладно, не укрыться. Это по барабану. Просто работа встала, во-первых. Ничего не поделать. Это дубочек у нас. Судя по листикам, это дубочек. Папоротник здесь он фигачит. Решил, чтобы не терять время, я все-таки, наверное, выкопаю вот этого пацана. Потому что здесь ему делать вообще нечего. Здесь будет мангальная зона. Его в любом случае отсюда убирать. Но так можно хотя бы его попробовать сохранить. И будет дубовые веники лет через 10. Все, дождь прошел. Вы говорите, болото. Какое же это болото? Хорош лазить тут. Вообще-то, мой участок. Что мы сегодня сделали? Да, немного, но и немало. Покосили вот участок. Выкосили по новой площадку.
Вот здесь прокосил я до следующего колышка, чтобы границу понимать. Вот сюда выкосили. Ну и, в общем, вокруг вон там, вокруг беседок получается. Можно было бы и быстрее, если бы не по 2 раза я делал проход. Кстати, вот посадил куст смородины. Привезли мы его от мамы. 400 километров он ехал. Приехал, но вроде пока уже вот несколько дней он здесь, почти неделю. Как посадили, вроде нормально. Было здорово. Я сегодня отлично провел день, поработал и отдохнул. Я бы тут остался вообще на неделю. Поставьте мне палатку, я бы жил, работал, делал бы дела, и тут бы за неделю вообще преобразилось бы все. Но приходится возвращаться в город. В общем, с момента подписания договора у меня уже прошло 3,5 года. Сейчас я подал декларацию в этом году. Так что, если интересно, могу сделать выпуск о том, как я все-таки к этому пришел, как я выбирал, с какими трудностями я столкнулся и обо всем остальном. То есть о том процессе, как взять себе участок по программе «Дальневосточный гектар». Напишите внизу, обязательно почитаю.